Сейчас у нас в студии легенда российского и советского альпинизма, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, заслуженный спасатель России, человек, который стоял у истоков российского МЧС, Владимир Кауненко. Здравствуйте, Владимир Дмитриевич. Добрый день. Знаете, вот о чем для начала я с цитаты хочу начать. Ваш напарник по связке Владимир Шатаев про вас вписал так. Кауненко вбивает страховочный крюк или вяжет узел, никогда не теряя свежести понимания, что этот крюк и узел, на котором держится жизнь. Вы же, наверное, вот этих узлов связали за свою жизнь тысячи, да? Тысячи. Вот что это значит в горах не потерять эту свежесть понимания, о которой пишет ваш напарник? Ну, в общем-то, потерять понимание, это значит потерять, в принципе, можно и жизнь на этом деле. Ты прекрасно понимаешь, что если хоть чуть-чуть что-то не так, как положено, то это чуть-чуть может обратиться к трагедии. К сожалению, на этих чуть-чуть каждый год погибало в среднем по Союзу 25 человек. Это молодые парни, которые чуть-чуть чего-то не довязали. У вас десятки восхождений, из них 22 первого восхождения, 30 экспедиций, 48 мастеров спорта по альпинизму вы подготовили, да? Вы вот сразу же интуитивно чувствовали, вот с этим в связке идти можно, этого в горы отпускать можно, да? А вот этого еще нельзя. Как это почувствовать? Знаете, они проявляются по ходу дела. Причем настолько четко видно, кто... с кем можно ходить, а с кем нельзя. В общем, как-то так вот после первых серьезных восхождений. Вообще отбор и составление команды дело очень сложное, потому что люди, во-первых, чтобы не было конфликта между, чтобы не было несовместимости, это очень важно. Иногда есть маршруты, которые, например, в 60-м году мы делали стену, известная гора такая Ужба, она одна из самых красивых в мире считается гор. В Англии есть клуб ужбистов, кто хоть раз там побывал, вот, в Англии он давно существует. Мы делали стену 26 дней. Конечно, за 26 дней могли возникнуть разные там отношения. Но в наших вариантах это все исключается. Вас 4 раза товарищи хоронили, да? 5. 5 даже. Пятый раз меня хоронили у вас в Алтае. Это какой год? Ну, года 4 назад. Ага. 3-4 года назад. То есть уже посчитали, что все, да? Ну, посчитали. «Эхо Москвы» есть такая радиостанция. И весь день в какое-то время там передавали, известный советский альпинист получил травму, несовместимой с жизнью. Ну, называли фамилию, естественно. К жене стали выражать соболезнования, так подходить. Я ничего не знал. Я в Горно-Алтайск, когда приехал, а там связи у нас не было наверху. Дочка, позвонил домой, дочка берет трубку, она, значит, говорит: папа, это ты? Я говорю: да, она как зовет. Говорит: Вот ты чего плачешь-то? А вот сказали, что ты несовместимый с жизнью. Это вот 5-е были. А первый раз 60... 63-й год. Вообще-то я всю жизнь верю в судьбу. От нее никуда не уйдешь. Просто вот я уже анализирую свои... По мне поминки 5 раз справляли. И я ничего не мог изменить, понимаете? Идем, стена сложная, мы вдвоем делаем обработку, проходим карниз, это отрицательный участок, выходим карниз, негде ночевать. И мы спускаемся опять под карниз, и ночью происходит землетрясение, и через нашу голову проходит сотни тонн камней. Ледник весь был покрыт камнями. Это все, если бы мы прошли выше карниза, то, конечно, мы с вами не беседовали. У вас в такие вот моменты, ну, вы хоть раз себе говорили: вот все, больше я туда не пойду, все, хватит, Нет. надо становиться. Один раз я сказал в самом начале своей альпинистской карьеры, но там мы ходили на простую гору, где-то в пределах 3-го разряда, надо было там восхождение, очень несложное, очень простое, и попали в жуткий грозовой фронт. Руководитель, очень хороший человек, замечательный, Блещиной Александрович, кричал: Вовка, ты посмотри, огни Святого Эльма, красота какая, мы все светимся, как Ку-клукс-клан, капюшон, ледоруб гудит, факела идут фосфорические. Я думаю, какой там Эльма? Я больше сюда вообще не пойду. Да, мы свои палатки не нашли, залезли в палатки, нас пустили медик, 8 человек в палатке, вместо 4, там судороги, мокрые. Но дал зарок, но не выполнил. Владимир Ильич, а вот эта история, ну, может быть, самая ваша знаменитая, может быть, самая трагическая. 78-й год, Западный Кавказ, и в палатку вашу залетает шаровая молния.
И один человек из ваших Да, погибает. опять судьба. Вы же поменяли с ними Да, спальник? Это, да, это правда? да, это да, все? это Да, это всё. не миф? Да? Нет, Поменяли это правда, спальник? конечно, правда. Как это миф? Какой миф? Этот год вообще перед Западным Кавказом мы были на Памире, Пенинса Союза, там сложные восхождения. В общем, наелись мы этими горами до отвала. Уже, и когда встал вопрос ехать на первенство Центрального совета «Спартак» по альпинизму, я дал отказ, что мы вроде не готовы, что-то такое дурака свалял. Меня вызвали, говорят, вы чемпионы прошлого года. Как-то чемпион не приедет на соревнования, это же... Ну и я сразу, не задумываясь, собрал команду, позвонил Юрию Ильичу Висбору. Он просто с вами должен был? Он на таком уровне он не ходил, но ездил каждый год с нами в экспедиции. Я говорю, Юрочка, есть Западный Кавказ, он на подъем был легкий, говорит, все, бери билеты. И он с нами поехал. Мы приехали, уже все интересные маршруты были разобраны. Осталась вот эта стена трапеции. Она очень красивая, но нам чем круче, тем лучше. Мы же все со сдвигом по фазе. Но ее никто все смотрели, киты, но не ходили, потому что она сильно бьет. А Юра всегда провожал меня, команда уходила вперед, и мы с ним шли, значит, под стену. Он мне все время говорил, Володя, что-то будет, не ходи на эту стену. Чувствовал, да? Не то слово. Я говорю, Юрочка, ну, вернемся, ты что, мы же уже видели Рым, Крым, что там. Короче, мы эту стену прошли, ни одно камня вообще не упало, ниоткуда, ни сверху, ни сбоку. А когда стали спускаться, был такой густой туман, такая непогода жуткая, что мы не видели ни одного шага впереди себя. Остались на ночь, поставили палатку, заночевали. В 3 часа ночи я проснулся просто так, вот, не было еще контакта с этой шарой, и увидел шарик размер с теннисный мяч. Уже в палатке. Фосфоре между мной и... А почему я на свое место не лег? У нас было 5 человек, очень маленькая палатка, и мы вальтом легли. 2 самых крупных легли головой в одну сторону, а 3 в другую. И вот я как крупный лег в середине палатки, а мое место занял Олег Коровкин. И вот когда молния начала уже контакт, это ожог 4-й степени, это уголь. И когда, ну, мне как руководителю повезло больше всех, у меня 8 контактов было. Но вы же получили тоже очень серьезное ранение. 8 контактов, это 8 операций пересадки, у ребят было по 6. А вот Олег, который был на моем месте, у него 3 контакта, 1 в солнечное сплетение. Этот контакт в солнечное сплетение, он, в Оказался принципе, роковым. Самое интересное, что вот в это время мы потом сверялись с Юрой, он где-то в 2:30, там без Он же чего. песню написал как раз. Вот, Он написал Висбор, да, песню. песню вот в этот момент. Да, начал писать непогода в песню, горах, да? непогода, в эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природа. В нашем лагере узнала шикарная песня. Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи. Лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спуститься смогли. Очень мелодичная такая, вот как раз Почувствовала, опять же, совпало. почувствовала. А по как вы вообще времени. с Висбором познакомились? Это в горах вот это знакомство произошло? Или... Да, я с ним познакомился в Домбае. Но начало альпинизма было 52-й год, это блатной шансон, мурки там всякие. А тут Висбор. Когда первый раз услышал песни Юрия Ильича, конечно, это... А вот считается, что 2 человека так много сказали про горы в своих песнях, в своих текстах. Это Высоцкий и Висбор, да, на ваш взгляд? Кто вот из них точнее чувствовал вашу гениальный, жизнь? талантливейший человек, но он сказал о горах так мало, что просто жалко. Он всего 3 песни написал о горах. Но песни фантастические такие. Они все верно про вас понимали Бесспорно, и чувствовали, да? Вот оно так и есть, как они писали, да? Да. Вот у Высоцкого А Юра, во-первых, он ездил, он такой трудоголик был, он с нами, когда выезжал на Памир, он утром говорил, куда он идет, оставлял контрольный срок, когда придет, приходил вечером, сейчас я вам покажу, что я сделал. Представляете, Средняя Азия, гигантские звезды, кошма, зеленый чай, там сладости восточные, Юра с гитарой. Иногда вот этот показ до утра продолжался. Никто даже в мыслях не было. Сон, какой там сон.
Вы же родом из Одессы, военный был. мальчик, и вы же, если я не ошибаюсь, хотели стать военным летчиком, вовсе не в горы ходить. Было такое, да? Пострадал за счет того, что я был в оккупации. Меня не взяли в спецшколу из-за того, что я был на оккупированной территории. Там, конечно, могло закончиться большой трагедией, потому что комиссия сидит. Ну, в общем-то, я трудный ребенок был. Тогда была система, во-первых, женские и мужские школы отдельно были. И была система наказания, на 10 дней исключали со школы. Я был исключен больше, чем учился. У вас же и переводы даже были. Там круто было. В общем, там и подписка контактов, и переводы. И вот вы с этим багажом, значит, мальчик с оккупированных территорий, с переводами, вы пошли поступать в военное летческое училище, да? Спецшколы, да. Это после 7 класса там. Это был большой удар, когда вас не приняли? Не то слово. Там сидела, значит, мандатная комиссия, майор Калинкин, запомнила на всю Вы жизнь. запомнили, да? Ага. Да, и 2 человека, какие-то там старлеи, капитаны, я уж не знаю. Когда он мне сказал, что вам доверить машину нельзя, вы были на оккупированной... Я, пацан, мне было-то 41 год, мне 6 лет было, когда я попал на оккупированную территорию. В те времена были огромные чернильные приборы из серого гранита. Там чернильница такая вот, куб, и для ручек. Я этот прибор еле поднял в этого Калинина. Что, правда, бросили? Я не попал. Да вы что? Если бы я попал, то я бы с вами не сидел наверняка. Он очень тяжелый. Это, но вызвали отца, там, посадим. Но, видно, заводить дело. Три офицера На пацана? на пацана заводят, что он оскорбил физически 3 таких взрослых мужиков. В общем, То есть вы легко отделались и пошли в железнодорожный техникум, да? Помощником по машинисту. Да, конечно. Машинистам надо отработать минимум 3-4 года. Но больше всех достается, конечно, помощник. Кочегар на лоток подгребает уголь с тендера, а помощник машиниста лопатой гребет по этой топке. Топка 6,2 квадратных метра. Это надо ровно забросить все углы. Короче, 17 тонн за поездку. Представляете, 17 тонн размаха. Скажите, как вот из этого всего вы вырвались, и как в вашей жизни случились горы? Совсем случайно. В группе, вот в техникуме, 2 парня поехали в горы, приехали в восторге. Я не мог понять, что ходить в горы вверх с рюкзаком – это здорово. Ну, просто мне, что там здорово может быть. И для того, чтобы проверить вот эти вот их высказывания, я поехал. Мои горы начинались с Закарпатья, Западная Украина, Петрос, Гаверла, зима. А висит зимой на лыжах, можете себе представить? Да. Нет, это невозможно. Там снега большие, морозы тоже гигантские такие, там и замерзали люди. Вверх-то мы шли. Самое интересное на спуске, мы же спускаться-то мы не умеем. Вот эти 20 с чем-то человек срубили елки и верхом на елке спускались. Это же Баба Яга нам позавидует со своей ступой. Представляете, вот этот цирк? Ну и после этого, конечно... Вы сказали как-то, горы правят людей. Но, наверное, и ломать тоже. Вот было такое, что человек в горах что-то понял про себя такое, что лучше бы ему этого про себя не знать. И с этим пониманием было уже или жить. не было, но если человек заболевал горами, то это надолго и всерьез. А если ничего не получалось, то сразу было видно, и его потихонечку все решалось. Это довольно быстро, да, становится понятно с человеком в горах. Понимаете, когда идет суровая обстановка решения, особенно спасательной работы, там проявляется все моментально. Ведь когда вот это землетрясение было, там я должен был набрать 2 команды, по 4-6 человек, с носилками, с продуктами. Представьте, на стене сложнейшей категории трудностей один, это мы когда уже подошли, лежит Кулинченко, детский врач, кандидат наук, кстати, такой молодой, шикарный парень. На нем лежит камень, который не могли столкнуть с него. У него даже карабин согнулся, сломался. Боря Романов, у него поломаны ребра, пробиты плевра легких, у него кровохарканье, он дышать не может. У Ворожи еще перелом основания черепа, у Короткого 11 переломов, вообще, что он там не сломал, не знаю. И вот эта компания лежит на маленькой. Я не мог подобрать 2-ю 4 спасателей.
подходят люди, камнепады продолжаются под разными предлогами. Ну, в Но общем, вытащили своих. Всех мы их не тащили, мы их вытащили. спускали. Ну, спустили, да, Спускали на трассах. Смотрите, вот тот советский альпинизм, чем он принципиально отличается? Вы все-таки человек из советской школы альпинизма, Я да? не все-таки, я безусловно, да. советский, Вы я советский советский альпинист, человек. да. Вот. Чем вот тот советский альпинизм отличается от нынешнего? То, что имел советский альпинизм, ни одна страна в мире не имела, и больше никто никогда иметь не будет. 22 базы альпинистских, да? Да, я последние годы работал, в общем-то, все эти базы были, но у меня. Я их курировал, открывал, закрывал, там, принимал, объездил, ну, каждый год обязаловка была, я приезжал, говорил, что там, тут, вот, и уезжал. Как вы объясняете, что вот альпинизм таким культовым был видом спорта в Советском Союзе? Было постановление Совета Министров за подписью Иосифа Виссарионовича Сталина. Что это такое, вы представляете? Ну, представляю, Когда конечно. Иосиф Виссарионович подписал инструктора альпинизма освобождать от основной работы на 3 месяца в летний период с сохранением зарплаты. И мы, конечно, короли были. Когда приходит письмо со ссылкой на Сталина, тут никто даже не то что вякнет, и подумать не мог, что... А дело в том, что не посчитали, так оно и есть, что это стратегический вид спорта. У нас очень много границ в горах проходит там и Памир, и Тянь-Шань, и Кавказ. И, конечно, колоссальные деньги. Ведь студент мог купить путевку за 25 рублей, а потом за 32. Это 20 дней. Инструктор, одежда, занятия. 20 дней он находился на базе. С авиационным билетом ему хватало стипендий на все вот это мероприятие. И таких путевок в год реализовывали 12-15. А сейчас вот на коммерческую основу, да, это все поставлено. Деньги на бочку, и тебя заведут на Эверест. Ага. Не иди, тебя Ну, тебя заведут. И это другой альпинизм. Абсолютно. Это чисто коммерческая структура, которая клиенту ничего не дает толком, кроме подъема на гору. И не всегда. В общем-то, несчастных случаев, конечно, больше. Их никто не фиксирует толком. Они не проходят регистрацию. Западные альпинисты все время нас укоряли, где ваша демократия? Человек хочет на стену идти 5-й Б категории, а вы его не пускаете. Чего вы его зажимаете? А мы не пускали, если у него нет опыта на 2 стены 4-й, мы не пускали на 5-ю. Зато он шел на 5-ю, уже все знал, он был, по крайней мере, короче говоря, спасали его от несчастных случаев. Вы в свое время участвовали в спасательной операции в Армении. Я вот помню эти кадры, прекрасно помню армянские кадры, и я помню, ну, даже по телевизору на это смотреть было совершенно невозможно, страшно. Вы туда, когда ехали, вы были готовы к тому, что вы там увидите? Это же не в горы идти. В принципе, я уже был готов ко всему. Я был там руководителем всей этой акции спасательной по линии альпинизма. Я дал команду сразу. Все выезжают в район землетрясения, имея 10-дневный автономный запас продуктов питания, жилья, там все. На полной автономии приехали. Там пошли альпинисты за свой счет. Там набралось к концу землетрясения, по-моему, когда я эвакуацией ребят занимался, порядка 400 человек. Это альпинисты высокого класса. Вы вели какой-то подсчет, скольких вам удалось спасти? Или это было там неважно? Нет, это уже детали. Человек, которого ты вынимаешь, и который ни на что не надеялся, надо ему в глаза посмотреть, и тебе хватит на всю оставшуюся жизнь желание как-то оказать помощь, помочь. Вы ведь стали у истоков МЧС, российского истока создания МЧС, да? Это, может быть, там в Армении вам пришла в голову эта мысль, что такая служба необходима? Пришла в голову, безусловно. Был момент, когда Шойгу и Воробьев это его бывший зам, вот они вдвоем приехали, Шойгу, Воробьев и Кудинов, Сережа. Не я к ним ходил, они ко мне ходили. И ходили ни день, ни два, там материала у меня много было. Советовались? Да, они приходили как на работу с утра. Недавно был юбилей армянской катастрофы. И там, значит, был большой сбор спасателей. Консул Армении был, посол Армении. Такое большое собрание. И вдруг
Воробьев встает, ну, Глава МЧС. новый министр МЧС, там вся эта компания была. Встает Воробьев и говорит: ребята, вы знаете, что вот здесь сидит человек, которому мы ходили на работу как каждый день, Как на работу. за консультацией. Я ощетинился, и когда он назвал фамилию, я даже не поверил. А народу там много было, так что я сейчас получил формальное право Об этом рассказывать. просто сказать, что... Вы А в создавали принципе, МЧС. конечно, Шойгу сделал гигантскую службу. Но сложно, он мужик, мы с ним разошлись. То есть, Но легко разошлись. Когда стал вопрос, я ему сразу сказал, что мы похоронная бригада. Нам надо ехать не через 5-6 дней, а приезжать, когда люди живые. Мы приезжаем, когда они мертвые, и, в общем, это любой сделает, откопает, закопает. Предложил ему делать вот этот аэромобильный отряд, который сейчас в Жуковском. Предложение ему понравилось, он тут же говорит: пиши заявление. В конце он мне говорит, что завтра в 9:00 собираемся здесь. Я говорю: у меня в 9 назначена встреча, которую я не могу отменить. Я что, не так сказал? Он на меня как накатил. Я понял, что нам... вы разошлись. И мы разошлись. Владимир Ильич, вы свое 60-летие, когда отмечали, вы его отметили следующим образом. Вы прыгнули в 60 лет с парашютом, да, на Северный полюс. Была Это такая был самый история, да? крутой подарок для меня в моей жизни. Это первый прыжок ваш был? Первый, да. Ко мне пришел Сережа, руководитель этих прыжков, говорит: Владимир Ильич, а я их аттестовывал, как председатель спасательной службы России, там, общественная структура. Мы, говорит, тебе хотим подарить на 60 лет прыжок на Северный полюс. Я говорю: не шути, потому что... Я прыгну. Не заводи. И он говорит: не завожу. И вот так я попал. Вы прыгнули, да? В Хатангу прыгнул. Вот я читаю про вас, слушаю вас. Скажите, вот ко всем этим вашим приключениям и авантюрам, как ваши близкие Это не относятся? авантюра. Там все взвешено было близкие. Но мать, когда я связался с альпинизмом, говорит: Господи, наконец-то участковый перестанет ходить, там нормальные люди, но она же видит, мы же это собирались, тогда собирались по домам. А сейчас вот жена, дети, когда вас там 5 раз хоронили, да, когда им сообщали, что вас уже нет, они вам никогда не говорили: остановись уже, не ходи туда? Нет? Они понимали, что нельзя это говорить. Это было, они видели, что альпинизм — это даже не вторая, это моя первая жизнь, основная жизнь. А я сына рожал на стене. То есть... Вот я был на Ужби, вот стена, которую 60 дней мы делали ужбистов. И получил радио, что родился сын Игорь. Сыну сейчас 54 года, уже взрослый мальчик. Они понимали, родные, что вас не остановить, и что вы без этого просто Абсолютно. загнетесь, да? Да, собственно, никто не пытался даже со мной, я пресекал даже попытку разговора. Ведь когда шаровая молния, у меня 8 операций было, пересадка кожи. С одной ноги срезает, на вторую клеит. И когда Юлия Михайловна, наша завотделением главврач, я говорю: Юлия Михайловна, когда я в горы полез, она говорит: ненормальный, у тебя мышцы нет вообще, ты молись Богу, чтобы ты ходить смог. Это было начало А в сентября. горы вы пошли после этого? На следующий сезон, летом, Вы пошли в в горы? июне я выехал, не только выехал в горы, я даже медаль получил за восхождение на первенство Союза. Я, конечно, я к ней ходил много, привез я Эдельвейсы. Она говорит: ну как, не умер ты без Игоря? Я говорю: залез. Она говорит: ненормальный. Что ж, спасибо за то, что вы были у нас сегодня, и здорово, что горы остаются в вашей жизни и будут оставаться. Да, уже физики не хватает, но тем не менее заряд идет колоссальный. Самое интересное, что я сейчас в таком возрасте, что найти что-то новое, особенно друзей или людей, очень сложно. Но вот я здесь за 10 лет приобрел настолько надежных друзей вот в вашем Алтайском крае. Что ж, хорошего вам сейчас путешествия, восхождения, и Спасибо. чтобы все было благополучно. Ну и спасибо за то, что были у нас в студии. Владимир Ильич, успехов вам. Спасибо. С гостем со вами я прощаюсь, но программу продолжаем.